Когда маркетологи говорят «эта акция точно выстрелит», иногда они забывают уточнить, куда именно она выстрелит. Привет! Сегодня история о том, как Pepsi на Филиппинах случайно осчастливила миллионы людей, а потом долго объясняла, что это была ошибка. И как из-за этой ошибки погибли люди. И да, на кону было 1 миллион песо. 90-е годы. Филиппины. Страна, где любят газировку, а борьба между Кока-Колой и Пепси – это как Реал против Барселоны. Конкуренция бешеная. Чтобы переманить клиентов, Pepsi запускает акцию под названием Number Fever – числовая лихорадка. Суть простая. На крышках бутылок печатают цифры от 1 до 999. Каждый день по телевизору объявляют счастливое число. И если он совпадает с вашей крышкой, вы получаете приз. Главный приз – 1 миллион песо. На те годы это примерно 40 тысяч долларов. Для Филиппин это состояние, за которое люди были готовы драться. Dr. Martin, you're working at Doctor, heard about the number fever? Huh? Number fever? What fever? It's the number fever promo. You can win up to 1 million numbers. 1 million pesos? How? Just look under these specially marked crowns at 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, and Pepsi. And if the number is the same as any of the daily winning numbers, you win the amount printed on the crown. So how do I know which are the daily winning numbers? A winning number is announced daily on radio, TV, and in the newspaper. What are we waiting for? Come on! Where are you going? Oh, catch the fever! Come on! Follow me! Catch the fever! Продажи взлетают, доля Pepsi подпрыгивает с 19% почти до 20%. Работает, сказали бы мы, если бы не трагичный финал. Pepsi congratulates the first number fever millionaire. Kami sa Batangas, nagsimba kami sa Baclaran. Tapos nag-order kami ng Pepsi. Panalo ko nga ikaw, 1 million. Tuwa ko tuloy ako dahil sa million eh. Will you be the next millionaire? И вот, наступает 25 мая 1991 года. По телевизору объявляют счастливое число 349. Люди бросаются к своим бутылкам, и тут начинается самое интересное. Оказывается, что номер 349 был напечатан не на десятках бутылок, как планировалось, а на 800 тысячах крышек. Представьте, почти миллион человек решили одновременно, что они стали миллионерами. Кто-то бежит обнимать соседей, кто-то пошел к своему начальнику увольняться, а потом все эти люди дружно направились в офис Pepsi. В отделе промо ждали 2-3 счастливчика. Пришел небольшой фестиваль. На следующее утро газеты добавили путаницу, написав, что победил номер 134. Доверие рухнуло окончательно. A count of the people who went to the Pepsi plant shows at least 200 people whose dreams of being millionaires were broken. Although an apology was issued, it appears there's no way to stop the anger of people who missed the ticket to the millionaire squad. The only consolation they have is they can use the crown to redeem it for the amount of 500 pesos. Meantime, an investigation by the CIS is underway, but until Pepsi can convince the people with winning numbers to stop their people. Ночью, после экстренной встречи топ-менеджеров, компания объявляет жест доброй воли. По 500 песо, примерно по 18 долларов, каждому победившему. Эту компенсацию возьмут почти 486 тысяч человек на 8,9 миллиона долларов. Но десятки тысяч будут возмущены. Мы пришли за миллионами, а не за деньгами на такси. Недовольные объединяются в движение 349 Aliens. Устраивают бойкот, погромы, устраивают акцию офисов и госучреждениях. Где-то это мирные митинги, а где-то уже совсем нет. 13 февраля 1993 года в Маниле взрыв самодельной бомбы. У грузовика Pepsi убивают учителя и 5-летнего ребенка. В мае в Давао граната влетает на склад, погибают 3 сотрудников Pepsi. Всего минимум 5 погибших. Параллельно с этим десятки атак на машины компании, поджоги, камни. Это уже не рекламная кампания, а общественный кризис.
Маркетинг, который объединил нацию, но не способом, за который дают канских львов. Но одну награду все-таки Pepsi получили. Антинобелевскую премию 1993 года получила компания Pepsi за объединение враждующих сторон. Pepsi пришлось тратить миллионы долларов на компенсацию и охрану. Иски льются рекой. Примерно 22 тысячи человек, сотни гражданских дел и тысячи уголовных дел. Заявлений по мошенничеству. Власти штрафуют Pepsi за нарушение условий промо. Были отдельные решения в пользу отдельных истцов с небольшими моральными компенсациями. Но Верховный суд Филиппин в 2006-2007 году ставит точку в этой истории с компанией Pepsi. Pepsi не обязана платить суммы на ошибочно напечатанных крышках и не несет ответственности за машинный сбой. Юридически компания выстояла. Репутационно шрамы остались надолго. Акция Number Fever вошла в историю как крупнейший маркетинговый провал в истории 20 века. Сразу после скандала продажи акций Pepsi упали до 17%. После в 1994 году все-таки удалось немного восстановить, и доля акций подросла до 21%. И да, быть 349-м на Филиппинах стало устойчивым выражением «быть кинутым». История вошла в учебники и документальные расследования. Мораль простая. Если вы обещаете миллионы, позаботьтесь о том, чтобы эти миллионы получили тот, кому они предназначались. Второе. Проверьте математику, коды, цепочки поставок и еще раз математику. И третье. Помните, ошибки в механике промо – это не просто недочет CTR. Иногда это вопрос общественной безопасности. В итоге Pepsi спасли юристы и годы судебной рутины. Но когда в рекламе звучит «сегодня ты можешь стать миллионером», где-то в Маниле люди все еще вздрагивают от числа 349. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых историй.